Старый рыболовный сейнер «Посейдон» выходил из порта, когда над горизонтом только-только начала проступать тонкая, как лезвие бритвы, полоска холодного рассвета. Ржавый борт судна привычно бился о серую воду, а дизельный двигатель издавал натруженный рокот, напоминающий кашель старого курильщика. Для команды это был обычный рейс, один из сотен в этом сезоне. Но для капитана Ильи Степановича утро началось с необъяснимого, липкого предчувствия. Оно не было похоже на страх перед штормом или тревогу из-за поломки. Это было нечто иное, странное давление в груди, заставлявшее его раз за разом проверять показания эхолота, хотя приборы молчали. Илья Степанович, человек, чья кожа за 40 лет в море превратилась в подобие дубленой кожи, верил своей интуиции больше, чем прогнозам метеорологов. «Степаныч, ты чего сегодня сам не свой?» Димка, самый молодой матрос в команде, заглянул в рубку, сжимая в руках кружку с дымящимся чефирем. «Погода! Штиль, рыба идет! Чего хмуришься?» Капитан промолчал, вглядываясь в свинцовые воды Атлантики. Океан сегодня казался слишком спокойным, слишком тяжелым, словно под его поверхностью скрывалось что-то, что веками ждало момента, чтобы всплыть на свет. «Бросайте сети», — коротко бросил он. «Пора начинать». Первая сеть коснулась воды с глухим всплеском. Прошло несколько часов томительного ожидания. Команда работала слаженно, но общая атмосфера на борту была наэлектризована напряжением капитана. Когда пришло время поднимать трал, лебедка вдруг взвыла. Металлические тросы натянулись так, что начали издавать тонкий вибрирующий звук, похожий на стон. «Зацепило что-то тяжелое!» — крикнул боцман, перекрывая шум мотора. «Степаныч, лебедка не тянет. Похоже, на дне коряга или кусок затонувшего железа». «Тяни!» — отрезал капитан, выходя на палубу. Его взгляд был прикован к месту, где пенилась вода. Это не железо, оно живое. И он был прав. Через несколько минут из бездны, окутанная обрывками нейлоновых нитей, показалась огромная туша. Это была тигровая акула, но таких размеров никто из присутствующих еще не видел. Пятиметровый хищник, чья кожа отливала темной сталью, не бился в конгонях смерти, а лишь тяжело ворочался, словно устав от вековой борьбы. Но не размер рыбины заставил матросов замереть в ужасе. Когда акулу подняли над палубой, все увидели ее правый бок. От жабр до самого хвостового плавника тянулся уродливый, грубый шрам, словно плоть когда-то была распорота огромным крюком. В самом центре этого старого, затянувшегося рубца что-то поблескивало. «Степаныч, хватай зажим и багор, тут что-то совсем неладное!» — прокричал Димка, указывая на странный предмет. Эта рыбина словно проглотила кусок брони, который теперь пытается выбраться наружу. Акулу опустили на скользкую палубу. Хищник затих, лишь жабры тяжело вздымались, выпуская соленую воду. Капитан подошел ближе. Его руки, обычно твердые, как скала, заметно дрожали. Он не чувствовал холода пронизывающего ветра. Его охватила догадка, от которой кровь застыла в жилах. Илья Степанович взял нож и осторожно начал счищать с металлического предмета налипшие ракушки и морскую соль. Под слоем многолетних отложений показался тусклый блеск титана. Это была не броня. Это была рукоять тяжелого дайверского ножа,
вросшая в тело акулы настолько глубоко, что казалась частью ее естественного скелета. Океанская плоть буквально поглотила оружие, оставив снаружи лишь навершие эфеса. Капитан вытер металл ветошью. На эфесе, несмотря на 2 десятилетия, проведенные в агрессивной соленой среде, все еще отчетливо читалась гравировка «А.С. Соколов. Верность и честь». Тишина на палубе стала абсолютной. Слышны были только крики чаек, круживших над сейнером. Это же... Димка осекся, глядя на побледневшего капитана. Это же майор Соколов. Тот самый. Илья Степанович кивнул, не в силах вымолвить ни слова. 20 лет назад имя Андрея Соколова гремело во всех новостях. Лучший следователь города, человек, который не брал взяток и копал под самых влиятельных воротил порта, исчез в один дождливый октябрьский вечер. Он вел дело о хищении гигантских государственных грузов, от продовольствия до стратегического сырья. Вместе с ним исчезли и все доказательства, которые он собирал месяцами. Тогда, в начале 2000-х, весь флот выходил на поиски. Илья Степанович, тогда еще молодой помощник капитана, неделями прочесывал квадраты залива, надеясь найти хотя бы обломок катера майора. Но море хранило молчание. Дело закрыли, списав все на несчастный случай или побег с украденными деньгами. Слухи тогда распускали самые грязные. «Глядите!» — боцман указал на нижнюю часть рукояти. «Там что-то есть». За клинком, который акула носила в себе как вечное напоминание о схватке, скрывался небольшой герметичный тубус из авиационного алюминия. Он был пристегнут к ножу стальной скобой, которую, видимо, майор успел защелкнуть в последние секунды своей жизни. Стало ясно, Соколов не просто погиб. Перед тем, как океанская бездна поглотила его тело, он вступил в схватку с хищником или использовал его, чтобы спрятать то, что не должно было достаться убийцам. Возможно, он ранил акулу, и в пылу борьбы нож вместе с тубусом застрял в мощном теле, а регенерация хищника сделала все остальное, превратив живое существо в сейф. «Разворачивай судно!» — рявкнул Илья Степанович, приходя в себя. «Полный вперед в гавань! Димка в рубку! Никому не выходить на связь по открытым каналам!» «Но, капитан, сети!» — начал было кто-то из матросов. «К черту сети! У нас на борту правда, которая стоит дороже всего золота в этом порту!» Илья Степанович зашел в радиорубку и переключился на закрытый канал береговой охраны, который использовался только в экстренных случаях. Его голос был хриплым, но твердым. «Код Зеро», — говорит Посейдон. «У нас находка по делу номер 402. Повторяю, дело майора Соколова. Требуется оцепление причала номер 4. Срочно». Когда Посейдон на всех парах входил в гавань, город еще спал. Но порт уже не был прежним. Едва швартовы коснулись кнехтов, тишину разорвал вой сирен. 20 минут, ровно столько потребовалось, чтобы порт был плотно оцеплен спецназом. Люди в черных масках и с автоматами перекрыли все выходы и входы. Местные воротилы, которые годами считали себя хозяевами этой территории, выбегали на балконы своих офисов, в панике пытаясь понять, что происходит. Они еще не знали, что из чрева старого сейнера на берег сходит сама история. Капитан лично передал тубус следователям из особого отдела, прибывшим на вертолете прямо из столицы. Внутри обнаружились не просто бумаги. Там были микропленки и оригиналы банковских проводок, которые 20 лет считались уничтоженными.
списки подставных фирм, фамилии чиновников, схемы хищений и, самое страшное, признательные показания свидетелей, которых уже давно не было в живых. Но главное, там был дневник Соколова, запечатанный в водонепроницаемую пленку. Последняя запись датировалась днем его исчезновения. Они думают, что море все спрячет. Они не знают, что правда всегда всплывает. Если вы читаете это, значит, я не зря верил в справедливость. Улики вели прямиком в кабинеты нынешнего руководства города и порта, тех самых людей, что когда-то стояли на похоронах майора с притворными скорбными лицами. Моряки Посейдона стояли на палубе в полном молчании. Они смотрели, как следователи в белых перчатках уносят этот привет из прошлого. Огромная акула, выполнившая свою миссию, была передана морским биологам. Капитан настоял, чтобы ее попытались спасти, извлекая нож в условиях клиники. Илья Степанович закурил старую трубку, глядя на то, как первые лучи настоящего солнца освещают город. Он чувствовал странное облегчение. Предчувствие, терзавшее его с утра, исчезло, оставив после себя лишь горькую пустоту и осознание великой тайны. Океан умеет хранить секреты лучше любых сейфов, и его бездна кажется бесконечной. Но иногда, когда чаша весов правосудия слишком долго остается пустой, море решает вернуть людям долги. Оно делает это самым неожиданным, пугающим и величественным способом, доказывая, что ни одна тайна не может быть скрыта вечно под толщей свинцовых вод. Дорогие друзья, если вам понравилась эта история, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши истории выходят каждый день. Ваша поддержка помогает нам находить новые удивительные сюжеты.